Сегодня у меня для вас шикарный рецепт из свеклы. Пока что это мой фаворит. Знаете почему? Потому что здесь сразу несколько классических сочетаний вкусов в одном блюде, и они работают безупречно. Салат получается питательный, полезный, красивый и очень гармоничный. Список продуктов, как всегда, я оставлю в описании под этим видео. Беру одну крупную морковь и натираю ее на терке. Сегодня я выбрала корейскую форму терки, но вы можете взять любую, просто не слишком мелкую, иначе салат потеряет текстуру. Морковь отправляю в миску побольше, чтобы удобно было перемешивать. Теперь чернослив. Тут важный момент, без косточки, подкопченный. Он даст салату особенный аромат. Обязательно промойте его и обсушите, чтобы не было никаких неприятных сюрпризов. Нарезаю соломкой, не мельчите слишком сильно, пусть кусочки чувствуются. Добавляю к моркови. Сочетание моркови и чернослива мне очень нравится. Иногда даже делаю мини-салат только из этих двух ингредиентов. Особенно вкусно в осенне-зимний период. Попробуйте, если еще не пробовали. Теперь сюда же добавляю пару зубчиков чеснока. Выдавливаю их через пресс. Чеснок здесь дает яркий акцент, но не перебивает вкус. И буквально 2-3 столовые ложки майонеза. Беру не слишком жирный, чтобы салат оставался легким. Перемешиваю и сразу выкладываю на тарелку. Это у нас будет нижний слой. Следующий слой сыр. Беру сливочный, пожирнее. Он как бы склеивает все вкусы. Натираю на мелкой терке и распределяю равномерно на морковь с черносливом. Старайтесь, чтобы слой получался аккуратным. Так салат будет смотреться красиво на разрезе. Теперь яйца. У меня 4 крупных, сваренные вкрутую. Натертые яйца дают салату нежность и воздушность. Тру их также на мелкой терке прямо поверх сыра. Распределяю по всему салату. И вот теперь главный ингредиент – свекла. Я ее запекла в духовке. Это мой любимый способ. Витамины сохраняются лучше и вкус получается более насыщенным, чем если варить. Натираю свеклу на той же корейской терке в отдельную миску. Добавляю пару зубчиков чеснока, пару ложек майонеза, нарезанную петрушку. Перемешиваю. Тут важный момент. Если свекла у вас получилась нейтральная, обязательно слегка подсолите ее. Именно свекла дает общий тон салату. И вот уже этот ароматный яркий слой выкладываю сверху на яйца. Аккуратно распределяю и слегка прижимаю ложкой. Финальный штрих – украшение. Присыпаю салат кунжутом. Но это не правило. Можно взять грецкие орехи, миндаль, кешью, все, что у вас есть под рукой. Украшайте так, чтобы вам было приятно поставить тарелку на стол. Как думаете, этот салат повседневный или праздничный? С одной стороны, он готовится просто и быстро, так что можно делать хоть на каждый день. А с другой стороны, такая интересная начинка. Спасибо вам за лайки и комментарии под видео. И кстати, у меня есть отдельный плейлист с салатами. Там и легкие овощные, и праздничные. Обязательно загляните. Такой салат хорош тем, что он питательный. Морковь дает сладость и свежесть. Чернослив легкую кислинку и дымный оттенок. Сыр и яйца добавляют нежность, а свекла собирает все воедино. Съедаешь кусочек и хочется еще. Напишите в комментариях, пробовали ли вы сочетать свеклу с черносливом и чесноком. Может, у вас есть свои вариации? Мне будет интересно почитать. А еще не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Попробуйте приготовить такой салат для своей семьи. Я уверена, что вам понравится. Приятного аппетита и до встречи в комментариях и следующих видео.